Конкурс прикладного искусства для детей с особенностями здоровья «Я волшебник» проходит сегодня какой раз? В 12-й раз, 12-й год. Давайте сами себе поаплодируем. Еще 12 лет назад, когда мне пришла в голову идея провести и притворить в жизнь такое мероприятие, я знала, что вы у меня самые талантливые, самые умные, самые красивые, самые достойнейшие. Я всегда говорю, что все преграды только где у нас? В голове. И никаких преград у нас нет на пути по созданию таких красивых работ. Всегда говорю спасибо большое всем моим друзьям, которые помогают мне в создании таких великолепных праздников, таких великолепных мероприятий. В первую очередь, мама, вы действительно героини нашего времени. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, будем вас рады, дай Бог, делать подарочки и встречаться как можно чаще. Спасибо. Разрешите начать наше награждение. Вот такой Саша веселый у нас. Спасибо вам огромное за участие. Первое место в конкурсе «Я волшебник-2022» присуждается Богданову Артему Евгеньевичу. Всех наградили? Всех-всех? Все. Так, и общее фото. Польза этого конкурса, я, например, хотела, когда я его создавала, выявить среди деток, наверное, таланты, стимулировать их, и чтобы дальше вот эти таланты развивались.
ваши отношения? Тут и мамы начали развиваться. Во-первых, у ребенка появляется стимул, что он выходит на общение. Что мы вот дома, до этого конкурса мы дома сидели, раз не знали, а потом вот начали общаться, и у ребенка появилось много, не друзей, но общения больше стало. А уж у мам так это вообще мы и сплотились, и мне кажется, если продолжать, у нас больше и больше будет и талантов. Что вы делаете с мамой, чтобы участвовать в конкурсе? Поделки. А ты принимаешь участие? Ну да, А что ты делаешь? поделки. В этом году что мы сделали с тобой? Танк. Какой танк? Ты что, самовар? Самовар. Мы до конкурса Ромка не мог, ножницы не мог держать. Мне это не надо было, наверное, потому что... А когда учительница пришла и сказала, что он может резать, я говорю, да. Она говорит, как? Сколько, говорит, хожу к деткам, в 1 классе ребенок не может ножницы держать. Я волшебник, это самое такое крутое мероприятие. Дети тоже начинают делать поделки, общение тоже, и с мамочкой общаемся. Гульнар, сколько принимаете лет участия? Примерно. 4 года. Года 4. Так, до первого места еще не дошли? Нет. Но Не есть? дошли. Есть? И продвигаемся к этому потихоньку. Участвует? В процессе? Мы делали, мы грибочками делали. Марина. Молодец. До проекта «Я волшебник», наверное, мы вообще не знали, что таким деткам проводятся какие-то конкурсы. И вообще, что они что-то могут делать и выходить в свет. Узнала, что есть человек, который проводит такие масштабные конкурсы на город. Еще, оказывается, можно не просто поучаствовать, а получить еще и грамоту, наверное, какой-то опыт для ребенка, для матери. Мы участвуем 5 лет, доходили до 1 места. Когда мы получали 1 место, мы объединились всей семьей, кто пилил, кто лепил, кто что делал. А ребенок своим творчеством, тем, что хотел получить, наверное, высшую награду, похвалу, объединил всю семью. Прям наверное, это какой-то момент даже было, что мы всей семьей сдружились благодаря этому проекту. Сейчас мы, получается, каждый год участвуем. А эмоции, когда 1 место действительно заняли? Когда 1 место... Столько подарков, я помню, было. Да, там подарков было и семье, и ребенку. Там и подарки были огромные просто. Как у матери, наверное, у меня была гордость, то, что мой ребенок, оказывается, может не просто существовать или пытаться барахтаться на плаву, а может вообще свернуть город. Не каждый даже полноценный ребенок может на городском конкурсе взять и заявить о себе, и чтобы столько людей тебя аплодировали, твоему ребенку, в этот момент вообще ощущение непередаваемое. Согласна, что все преграды в голове. Нету преград творческому развитию. Вообще, наверное, это просто страх у большинства родителей, то, что с такими детками невозможно что-то либо сделать. И еще и показаться на публику, выйти, заявить о себе, это просто какой-то страх. А когда появляется какой-то человек, и он тебе улыбается и говорит, да пойдем, давай вместе, а ты можешь это. Ты думаешь, зачем мне это, зачем? А потом, когда раз посмотрел, 2 посмотрел, ты уже на 3-й раз идешь и кричишь, Марина, а можно я 1 место? А? У меня что, хуже всех, что ли? Ну давай. Ведь есть люди, которые реально по 8 лет, по 10 лет стараются и приходят к этому 1 месту. Поэтому страх, он, в голове, но всегда нужен, наверное, такой человек, который в тебя поверит. Пожелание, может, мамам, которые еще, может, по каким-то причинам не приняли участие в этом мероприятии? Поверить в ребенка, в первую очередь. У нас многие дети вообще, если даже они с пальчиками что-то не смогут сделать, какую-то поделку, у них столько идей. Просто они недосказаны, не высказаны. И увидеть в людях, в окружающих, ту доброту, которая есть, допустим, у тебя. И просто поверить и пойти вперед. Мы 5-й раз принимаем участие в этом конкурсе. Все верно, да. Конечно, это и радостно, и такое событие занять все-таки 2 место. Самое главное ведь то, что ребенок счастлив,
Когда ребенок улыбается, не боится окружающих, вот участвуя в конкурсе, это уже огромный плюс. Надюшка боялась социума вообще, а это... Раскрепостила. Да, раскрывает как-то ее. Ведь она же разговаривает, и она говорит, она дает какие-то идеи, она участвует, как говорится, тоже в изготовлении каких-то поделок, рисунков и так далее, да. Это ее раскрывает. И вот действительно хочется, вот, как говорится, присоединяясь, да, уже к сказанным словам, то, что пусть мамы не боятся показать своего ребенка, это делать надо, это нужно, я считаю, потому что они на самом деле просто живут в своем каком-то, скажем так, мире, да, который нужно просто им показать ту дверь, которую просто нужно открыть. И я вообще советую, как говорится, они как все, они как мы. Надюха, где улыбка? Ты сегодня рада? Ты рада, что выиграла? А какое ты место сегодня заняла? Второй скажи. Второе. Девочки, на ваш взгляд, это, наверное, общий вопрос. А вообще, как вы думаете, вот арт-терапия, ведь творчество это некая арт-терапия, да? Приемлемо вот к нашему мероприятию? Потому что это Работа делается развитие не даже, вот знаете, в нашем случае это развитие даже мелкой моторики. Делая вот какие-то поделки, пусть они вкладывают даже, может быть, какую-то маленькую часть в изготовление поделки, но это нужно взять, и не каждый ребенок это способен, но он старается, он это делает, он к этому идет, и вот этот вот внутри него, пусть он поставил какой-то вот, пусть один грибочек там, да, нарисовал один цветочек, или просто там, я не знаю, там, шовчик, ну, например, изготавливая какую-либо поделку, для него это уже огромный шаг. Он совершил вот, он это сделал просто. Ну, вот согласна то, что обычным детям дается легко, а вашим немножко труднее, но это победа. Да. Это победа, и это Мы здорово. когда взяли ножницы в руки, мы порезали трикот, но мама не ругалась, потому что было счастье было, что ребенок может, оказывается, у меня ребенок может ножницы открывать как взрослый. Да, Ром? А когда уж он на иголку одевал бисер, это было для меня вообще что-то. Мелкий бисер, потому что он раньше даже семечку не мог взять пальцами. А этот мы дошли до того, что он стал бисер брать. Для обычного ребенка там, мне кажется, что он, ну, это расплюнуть, а для нас это свернуть горы называется. Рада, что много лет претворяю в жизнь проект, который помогает особенным деткам быть чуточку счастливее. Недостаточно просто жить. Мы должны быть полны решимости жить ради чего-то.